Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу поговорить про страхи. И эта тема была навеяна мне моим директом в Инстаграм. Недавно я опубликовала сторис с сообщением от одной подписчицы, от одной из вас, со словами благодарности за волшебный пинок. Да, все те из вас, кому тоже нужны волшебные пинки, отмечайтесь внизу в комментариях. Так вот, в той же сторис я задала вопрос, кто еще не на Upwork, но хотел бы туда попасть. Естественно, таких, кто пока только-только хочет, оказались большинство. И тогда мне стало интересно, почему же вы, дорогие мои, хотеть хотите, но пока ничего в этом направлении не предпринимаете. И как выяснилось, глобальных причин тут было две. Это или хроническая прокрастинация, или самый настоящий страх и неуверенность в себе. Если с прокрастинацией мне все более или менее понятно, и чаще всего я считаю, что за этим модным словом скрывается банальная обычная лень, то вот когда я получала ответы типа «мне страшно, что я недостаточно хорош, умен, талантлив, поэтому не регистрируюсь на Upwork», я поняла, что тема эта заслуживает особого внимания, так как тормозит она очень многих. Среди моей пока еще небольшой аудитории причины страхов были весьма разнообразны. К примеру, страх получить письмо отказ от Upwork при регистрации, страх не пройти видеоверификацию личности, страх общения с иностранцами, страх получить негативный отзыв, страх не найти клиента вообще, страх того, что уровень английского не дотягивает до нужного, страх отсутствия нужных навыков в принципе. Я вспоминаю себя, когда я только-только узнала о существовании Upwork. Я помню, единственная мысль, которая меня тревожила, это была мысль о том, что как так получилось, что о существовании Upwork я узнаю только сейчас. Почему я не начала раньше? Но у меня, как и у любого нормального человека, полно в жизни ситуаций, когда я испытываю страх, сомнение, неуверенность, в частности, перед началом чего-то нового. И один из недавних, наиболее ярких, это страх начать свой YouTube-канал, будучи всю жизнь типичным социофобом и интровертом. Поэтому сегодня я расскажу, что сделала я и что можете сделать вы, чтобы наконец перестать сомневаться, бояться, переживать и начать действовать. Я глубоко убеждена, что наша жизнь – это точное отражение наших убеждений. Вот во что веришь, то и есть. На чем фокусируешься, то и растет, развивается. Если постоянно фокусироваться на своих страхах, то они будут только усиливаться и со временем приобретут характер негативной установки, от которой не так-то и потом легко будет избавиться. Поэтому со страхами не нужно жить, в них нужно разбираться. Я предлагаю вам взять листочек бумаги и ручки и все-все записывать. Так вы потом сможете вернуться к каждому пункту и обдумать свои ответы еще раз. Начать необходимо с четкого определения, в чем именно заключается ваш страх. В случае с Upwork или с любым другим делом, которое вы хотите начать, но боитесь, сядьте и ответьте себе честно, в чем мой страх. При мысли о чем вас бросает в холодный пот. Это видеозвонок с клиентом, общение с иностранцем, общение на английском или непонимание в целом, как работает система. Что это? Этот листочек вы можете никому не показывать, поэтому сейчас отвечайте себе развернуто и, самое главное, откровенно. В моем случае, в случае с YouTube, мой главный страх заключался в том, что я была уверена, что никогда не смогу разговаривать на камеру, ведь раньше я этого никогда не делала. А также был страх того, что я не решусь опубликовать свое собственное видео вот так в открытый доступ на YouTube. Там, конечно, был еще небольшой вагончик со страхами, но сейчас опустим это. Следующий шаг – это подумать о самом худшем сценарии, который может произойти,
если вы окажетесь правы и ваш страх реализуется. Вот вы сидите напротив монитора с включенной камерой, бледнеете, краснеете, двух слов связать не можете. Напротив сидит ваш потенциальный клиент и видит, насколько вы потеряны. Задает вам непонятные вопросы, от которых становится еще хуже. Вы теряете ясность ума и понимаете, что это самый большой провал в вашей жизни. Или другая картина. Вы потратили 3 дня на оформление профиля, перевод портфолио на английский, в очередной раз отправляете профиль на проверку в Upwork и в результате получаете ответ. Вам отказано в регистрации, попробуйте через полгода снова. И тут вы понимаете, что ваша мечта попасть на Upwork беспощадно рушится у вас на глазах. Ну, я думаю, вы меня поняли, мою идею, и сможете расписать именно ваш страх. Не сдерживайте себя. Распишите все в ярких красках и эмоциях, что вы будете испытывать и как себя будете чувствовать, если вдруг ваш страх возьмет и окажется правдой. Третий шаг заключается в том, что нам необходимо подумать, что бы мы могли предпринять, чтобы предотвратить наступление того самого худшего сценария. И вы знаете, очень часто оказывается так, что мы сами себе в голове нарисовали тернистые пути, хотя, если разобраться, на самом деле на деле оказывается все гораздо проще. Если вы боитесь оказаться в нелепой ситуации, придумайте заранее реплику, которой сможете отшутиться. Страх видеозвонка с клиентом-иностранцем можно побороть, сперва потренировавшись раз-другой с другом-иностранцем, к примеру, с Hello Talk. Почему бы и нет? Для тех из вас, кто не знает, что такое Hello Talk и зачем он нужен, я оставлю здесь ссылочку, потом посмотрите. Если вы переживаете, что вам откажут в регистрации на Upwork, подумайте, может, на самом деле-то не все-таки страшно, и просто нужно спросить совета у более опытного человека. И наверняка придется подправить всего лишь какую-то маленькую, небольшую деталь. К примеру, вашу фотографию. Кстати, такие случаи вправду случались на практике. Над своим страхом камеры, который сегодня мне кажется уже нелепым, я, конечно, пыталась разобраться сама, но у меня ничего не вышло. Проходили недели, месяцы, я не сдвигалась ни на шаг. Поэтому я решила обратиться за помощью к профессионалу. Это был практический курс длиною в месяц на проработку страхов именно по камере. И то, что мне казалось невозможным всю мою жизнь, вдруг за месяц стало мне доступным. И все почему? Потому что когда я столкнулась с проблемой, я не сдалась, а искала всевозможные пути ее решения. Следующий шаг, 4, это ответ на вопрос, что я получу, если справлюсь. То есть, для чего вообще вы идете на Upwork. Представляйте в самых ярких красках, как поменяется ваша жизнь, если, несмотря на все ваши страхи и негативные установки, вы предпримете необходимые шаги и получите желаемый результат. Для кого-то это будет, наконец, уйти с любимого офиса, начать заниматься любимым делом, о котором давно мечтаете и горите всей душой, перейти на удаленный режим и переехать всей семьей на Бали, к примеру. То есть ответ на этот вопрос – это своего рода пряник. Хотя в случае с Бали я бы сказала, что это 3-этажный торт, при виде которого у вас начинают блестеть глаза, и вы понимаете, да, это действительно то, чего я хочу, и ради чего готова сделать невозможное возможным. И последний шаг. Вам нужно подумать, чего вам будет стоить ваше бездействие. Это, наверное, самый неприятный шаг, но очень-очень важный. Представьте, что сегодня вы так и не решились и сдались своему страху. Как результат, лет так через 5 вы все так же ходите каждое утро и в зной, и в слякоть на ту же самую работу. Продолжаете заниматься непонятными делами, которые важны вашему руководству, но
как-то не особо интересны вам, и вы все так же продолжаете мечтать об отпуске на Бали, но за последние 5 лет смогли накопить лишь на половину стоимости билетов. Печаль. Не, я так не хочу. А вы? Да, чтобы покинуть комфортное болотце, понадобится смелость. И смелость – это никогда нет страхов. Смелость – это способность действовать, несмотря на страх. И хорошие новости в том, что смелыми не рождаются. Это качество, которое может воспитать в себе каждый. Точно так же, как можно научиться стать более организованным, уверенным и так далее. Мы же часто смотрим на известных, великих людей или просто тех, на кого хотим быть похожими, и нам кажется, что они такими были всегда. Ими страшно-то никогда и не было, и ошибок они не совершали. Но мы упускаем из вида самую важную часть их жизни. Это какими они были и как они действовали до того, как стали тем, кем мы их видим сегодня. Запомните, вы никогда не будете на 100% готовы к чему-то действительно важному. И вы так и не научитесь, пока не начнете действовать. Путешествие длиною в 1000 миль начинается с первого шага. На самом деле страх – это ведь не всегда плохо. Страх – это как фонарик в вашей жизни, и зачастую он подсвечивает нам пути, которыми нам следовало бы идти, но для этого сперва необходимо что-то в себе улучшить. Используя выше приведенные вопросы и копая в своих страхах, вы можете превратить их в четкий план действий и использовать себе на благо. Я надеюсь, это видео вам поможет, и вы станете немножечко смелее в своих начинаниях. Спасибо за просмотр и до новых скорых встреч!